Феноменальная техника Ивана Матюшенко против молниеносного старта Алижана Муратова. Увидим ли мы Романа Филиппова на турнире СТВС после его триумфального выступления на АМС? Готов ли Олег Черкасов к армфайту с Даниэлем Прокопчуком? Не помешает ли возраст Джерри Федеретте в поединке с Ливаном Савинашвили? Почему борьба двух спортсменов с заболеванием ДЦП взорвала интернет? И сможет ли Алекс Курдеча дать бой Артему Морозову? Рома, Рома, Роман, мужчина всей моей жизни. Иду по верному кругу, я так решила сама. Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка в описании. Спонсор выпуска – компания Силаруков. Компания, которая стояла у истоков производства качественной, удобной и продуманной экипировки для развития силы хвата, силы рук и предплечий. Продукции компании уже давно доверяют именитые спортсмены всех направлений. Огромный опыт производства и инженерной мысли позволил создать и усовершенствовать, сделав свои тренажеры максимально эффективными. У Силаруков огромный ассортимент товара, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Универсальные ручки для армрестлинга подходят к любому тренажеру, будь то домашний спортзал или продвинутый фитнес-клуб. Все ручки имеют металлическую основу и снаружи покрыты высокотехнологичным пластиком, который не ржавеет, не меняет цвет и всегда как новый. В ассортименте имеются ручки с разными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими другими. Также есть блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании Силаруков можно заказать на сайте silarukov.rf, есть доставка по России. Также у компании Силаруков есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и оффлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Вот почему уже не молодые спортсмены, такие, например, как Роман Филиппов, Цветан Гашевский, Ферит Османлы и многие другие, не просто сражаются на равных с молодыми, а зачастую превосходят по всем показателям. Неужели армрестлинг – это такой уникальный вид спорта, где возраст не играет никакой роли? И спортсменов здесь можно сравнить с хорошим, дорогим вином, которое с годами становится все лучше и лучше. Взять, к примеру, Романа Филиппова. Этому парню уже за 40 лет, а он выдает сумасшедшие по зрелищности поединки. Роман удивляет нас на всех турнирах Лиги АМС. Поединок с Георгием Туитиевым, например, точно не оставил никого равнодушным. Это был незапланированный айронфайт в сетке. Если к столу выходит Филиппов, то поединок точно будет затяжным и зрелищным. На прошлых турнирах лиги Роману постоянно чуть-чуть совсем чего-то не хватало. Где-то фолы играли против него, где-то не везло жеребьевкой, но он продолжал идти к своей цели. И вот 24 августа в Краснодаре Филиппов наконец-то становится первым. А какой сногсшибательный поединок он выдал. Помните сцену из фильма «Изо всех сил», где главный герой Линкольн Хоуп, которого играет Сильвестр Сталлоне, в проигрышном для себя положении перехватывает пальцами захват выше и выигрывает. Так вот, все эксперты нашего вида спорта во весь голос твердили, что в реальной схватке такой прием сделать невозможно. Но Роман Филиппов доказал обратное. Перехватив захват, он изменил технику борьбы и одержал красивую победу, впервые завоевав титул чемпиона Лиги АМС. Ну что ж, я думаю, мы скоро тоже увидим армфайт Романа в рамках турнира Эст-Вест. Или, например, в рамках турнира Лиги АМС. Друзья, я уже много лет занимаюсь тренерской работой, и для меня всегда очень важно было то, как мои спортсмены восстанавливаются после тренировок. От этого напрямую зависит их результат на соревнованиях. Не секрет, что наш вид спорта силовой, и без спортивного питания здесь не обойтись. Предлагаем вам креатин и БЦА от немецкого бренда спортивного питания Magic Elements. Креатин – это одна из ключевых добавок в силовых видах спорта, которая применяется для мощного повышения физической работоспособности. Креатин значительно повышает силовые показатели, выносливость и увеличивает мышечные объемы. БЦА – это комплекс из 3 незаменимых аминокислот с разветвленной боковой цепью. Это лейцин, изолейцин и валин. Они составляют 35% аминокислот в мышцах.
Все 3 аминокислоты являются незаменимыми для человека и играют важную роль в производстве энергии во время выполнения упражнений и незаменимы при выступлении на соревнованиях. Magic Elements – это высокое немецкое качество по приемлемым ценам. Если спортивное питание, то Magic Elements. Здесь вы можете приобрести любые спортивные пищевые добавки, не выезжая в Германию, такие как креатин, БЦА, витамины и предтренировочные комплексы и многое другое. Все ссылки для вас на наших друзей мы оставляем в описании к видео. На краснодарском турнире AMC мы ждали зарубу Олега Черкасова и Алана Залоева, но сетка AMC так и не свела их вместе, и мне кажется, что это к лучшему. Как показал этот турнир, форма Алана далека от пика, и увидеть его противостояние с Олегом хотелось бы на пике его формы. Поэтому делать ли армфайт Олега с Аланом – большой вопрос. Армфайт с Олегом хочет еще один возрастной спортсмен – Цветан Гашевский, который, к слову сказать, стал вторым на краснодарском турнире. Но интересно ли это будет смотреть? Ведь Черкасов очень легко прошел Гашевского. На мой взгляд, очень интересным был бы поединок Черкасова с Прокопчуком. Вот это была бы бомба. А вы как считаете, друзья? Готов ли Олег Черкасов к поединку с Даниэлем Прокопчуком? Напишите в комментариях. Феноменальная техника Ивана Матюшенко против молниеносного старта Алижана Муратова. Кто из спортсменов победит в этом поединке, сказать сложно. Я вообще считаю, что Иван Матюшенко – это наш российский Джон Брызенко. Мало кто из российских спортсменов обладает такой универсальной техникой, как есть у Ивана. И что немаловажно, этот парень по ходу поединка может поменять свою борьбу, не потеряв в качестве. И еще мы знаем, что к своим поединкам он подходит тщательно и скрупулезно, изучая своего визави, оценивая его сильные и слабые стороны. Мнение большинства склоняется к тому, что казахский спортсмен просто уничтожит Ивана. Но если смотреть на видео тренировок, выкладываемых спортсменами, можно сделать вывод, что по силовым показателям оппоненты плюс-минус равны. И поединок точно не пройдет в одну калитку. В поединке с Артемом Морозовым Иван показал, что ему по силам дать бой любому сопернику. И большинство наших подписчиков считают, что у российского спортсмена судьи все-таки отобрали победу. Кстати, кто еще не подписан, обязательно подпишитесь и поделитесь с нами в комментариях своим мнением. Сможет ли Алекс Курдеча в конце сентября на турнире Код-12 дать бой Артему Морозову? Думаю, нет. И знаете почему? Потому что наверняка Морозов смотрел поединок Алекса с Джерри Кадырети. И я думаю, что он знает, что Алекса нужно бороть в трицепс, как делал этот Джерри. А бороться в трицепс Артем умеет неплохо. Да и вообще, моя симпатия на стороне Артема. Такой атлетичный парень разве может проиграть? Нет, конечно. Но счет сухим, думаю, точно не будет. Алекс мотивирован после недавнего поражения и обязательно даст бой. Думаю, первые раунды будут за Курдечей, но победа будет за Артемом. 51-летний ветеран из США Джерри Кадырети заслужил поединок с грузинским чемпионом Ливаном Сагинашвили. И готовится он к нему, по-видимому, очень серьезно. Джерри Кадырети рассказал о подготовке к матчу с Ливаном Сагинашвили. Осталось 17 недель до того, как настанет время потрясти мир. Я знаю, что это будет долгий и трудный путь. Однако я полон решимости, как никогда прежде, превзойти свои самые смелые ожидания, в которые я когда-либо верил. Каждый день я буду стараться стать хотя бы на 1% лучше, чем накануне. Запомните мои слова. Когда состоится этот матч, я буду в отличной форме и намного сильнее, чем когда-либо. Ну что, как вы думаете, сможет ли американский ветеран сотворить невозможное? Напишите в комментариях. Борьба двух пар спортсменов с заболеванием ДЦП недавно просто взорвали интернет. По информации телеграм-канала «Интересная Грузия», в Грузии все обсуждают удивительную историю грузинского пара армрестлера Вахтанга Ахубадзе на прошедшем в Молдове чемпионате мира. Грузинский спортсмен Вахтанг Ахубадзе, страдающий ДЦП, завоевал золото чемпионата мира по параамрестлингу.
Однако по возвращению на родину мужественного спортсмена практически никто не встретил. А видео с победой и возвращением завирусились в социальных сетях. И это трогательное и в то же время сильное видео сделали Ахубадзе настоящей звездой. Болельщики открыли сбор средств, чтобы финансово поблагодарить спортсмена за золото, собрав на первый сбор более $5000. Потом ему подарили автомобиль, а топливная компания выделила ему еще $10 000 и пообещали помогать в тренировках и турнирах. А одна из строительных фирм вручила чемпиону ключи от квартиры. Я считаю, именно так нужно благодарить наших спортсменов, которые отстаивают честь нашей страны. И, кстати, совсем скоро, в октябре месяце, наши российские спортсмены планируют выступить в рамках Армфайта. Финансирования пока нет, и нам нужна ваша помощь. Давайте продемонстрируем сплоченность нашего общества и поддержим наших спортсменов. В октябре нас ждет еще одно знаковое событие. Ваш покорный слуга, то бишь я, Зинятуллин Руслан, тряхну стариной, попробую составить конкуренцию молодому спортсмену из Московской области Ивану Алексееву. Впервые армфайт среди спортсменов-инвалидов пройдет в рамках спортивного фестиваля спорта Big Peter Sport Show. Мы уже боролись с Иваном, и по схваткам у нас счет 1-1, и в этот раз мы выясним, кто же на самом деле сильнее. Поединок имеет колоссальное значение для всего нашего сообщества. Мы хотим показать, что соревнования среди инвалидов нужно проводить чаще и широко освещать в СМИ. Если придерживаешься такого же мнения, помоги нам воплотить этот проект в жизнь. Нужны средства на призы спортсменам, проезд, оплату гостиницы и питания. Денежные средства можно отправить по телефону, к которому привязана карта. 8 920 177 55 61. И помни, сегодня ты помог кому-то, а завтра помогут тебе. На этом все, друзья. Подписывайся на канал, ставь лайк, если понравился ролик, пиши свое мнение в комментариях, мы все читаем. И поделись этим роликом у себя на страничке в социальных сетях, это важно для нас и алгоритмов YouTube.